Меня зовут Богдан, я профессиональный боксер из Украины. From Ukraine, Bogdan Moyranen. Богдана я встретил впервые, года 4 назад, наверное, или лет 5. Впечатление, скажем так, он произвел как очень, неоднозначное впечатление. То ли хипарь, то ли музыкант, то ли художник. Ну, такой залихватская прическа такая, там, трусы со Спанч Бобом, носки разноцветные такой. И приехал на спарринге, мы так косились, типа, чё? Игорь Месмер, тренер, с которым я сейчас работаю. Наверное, с профессиональной точки зрения, самый лучший тренер, который у меня был, потому что он сочетает в себе множество важных для тренера качеств. Богдан был очень податлив, он был голодный до информации, до нагрузок, до объемов. И я понял достаточно быстро, что с этим парнем мы сработаемся, да, потому что это было видно и по боксу, и по физике. То есть как бы он приехал и начал работать по моей методике, выполнять наши объемы, а мы тренируемся, никто не даст соврать, тяжело и много постоянно. Там бой, не бой, мы все время вкапываем. И ему сначала пришлось немножко подофигеть, но он не подал виду. И первый бой, который мы с ним прошли, он показал, что он готов работать, и та работа, которую мы выполняем, она потом переносится в поединок. Насколько я знаю, иммиграция – это достаточно тяжелый процесс, но в моем случае все прошло максимально гладко и практически незаметно, потому что здесь меня сразу же начали окружать люди, с которыми я быстро нашел общий язык. Это моя команда, тренера, спортсмены. И поэтому адаптация прошла достаточно гладко. Время! Побежали! Моя философия такова, что ты должен, не готовясь к бою, работать чуть ли не более усердно, чем когда ты выходишь на пик, именно спаррингуя и подводясь к сопернику. То есть рост и работа, если ты действительно стремишься на вершину, она должна происходить постоянно. Каждый мой бой, на самом деле, как это было и по аматорам, и как все мои бои в профессиональной карьере, я к каждому поединку готовился как морально и физически, как к какому-то последнему и как самому важному в жизни. Не было ни одного поединка, к которому я подходил бы на расслабленный и с мыслями, что если я проиграю, то ничего страшного, если выиграю, то хорошо. В общем, каждый бой как последний. С Богданом просто, потому что, он говорил, что он горит перед боем. Все горят перед боем, абсолютно все, без исключения. Его настраивать как-то излишне не нужно, потому что он сам себя настроит, и он очень требователен к себе, что касается любых моментов подготовки. И, ему 2 раза повторять не надо, сейчас надо собраться и так далее и тому подобное. Да? Спорт, любой профессиональный спорт, особенно бои, это, наверное, в день боя это больше ментально, чем физически. Если ты готовился достаточно хорошо, для того, чтобы все это перенести туда и там все показать, ты должен быть здесь, а потом уже, что касается твоих кондиций. На самом деле, такие габариты, как у меня, для современных тяжиков, это не такие уже и большие. Они, не сказал бы, что дают много каких-то прям таких антропометрических преимуществ, потому что, не знаю, 30-40 лет назад, да, возможно, я был бы выше большинства, но сейчас это достаточно средний рост для тяжеловеса. Я не знаю, наверное, ближняя дистанция not my favorite, но но мне кажется, за последнее время я и там себя чувствую комфортней, чем год назад.
Это все благодаря моему тренеру. Вот, поэтому улучшаем сильные стороны, поправляем слабые. Улучшился там наш Ударов, абсолютно точно. В целом, я думаю, что весь рисунок боя, все аспекты, очень ближняя дистанция, которую он раньше просто избегал, теперь он там чувствует себя достаточно комфортно. Это сильно улучшилось. Джеб стал сильнее, чувство дистанции. Да вообще в целом, вот, понимание, где он в ринге находится, куда надо уходить, и как углы резать. Мне кажется, наверное, любой аспект его бокса, он, ну, благодаря тяжелой работе, которую он делает со мной, он улучшился. Да. This is my coach. Да, были, ну, я много с кем, с именитых боксеров спарринговал, и это дает очень большой опыт, и рост происходит именно за счет спаррингов, потому что, ну, поединок — это более как уже экзамен, контрольная работа, но учебный процесс происходит до, и вот, да, возможность побоксировать, поспарринговать с более опытными соперниками, это очень круто. И если брать конкретно в моем случае, то, наверное, я бы выделил мои спарринги с Джалоловым Бахадиром, двукратным олимпийским чемпионом, и с Мартином Баколи. Это два таких боксера, которые показали мне, что в этой игре есть уровни, что действительно есть куда расти, есть к чему стремиться. И за счет спаррингов с ними, мне кажется, я очень вырос. Потенциал, я считаю, что он даже к нему еще не приблизился. Да. На свой пик, я считаю, что и пик карьеры, и своих боксерских, там, физических кондиций он выйдет года через 3-4, я думаю. Как бы не имеется в виду пик, за которым пойдет спад, а вот пик, на котором будет находиться какое-то, дай бог, продолжительное время, да, и потенциал огромный. Я считаю, что в моих руках потенциально абсолютный чемпион мира. И самое важное, что он и сам мыслит таким же образом. Мне не надо в него вселять какую-то уверенность или амбиции. Вот, что я себе представляю, то и он себе представляет. Поэтому я считаю, что, как говорится, sky is the limit. И это, ну, это не просто вот я в кого-то верю или мы там о чем-то мечтаем. Как он говорил в интервью, вот для победы он, там, допустим, с Кэшем Али сделал все возможное. Мы каждый раз делаем все возможное и развиваемся, поэтому я не вижу причин этому не состояться. Тот же опыт и резюме спаррингов на высшем уровне с олимпийскими чемпионами, с топами, он говорит о том, что Богдан вполне способен, и я уверен, что так оно и будет. Носить на себе все пояса. Ну, на самом деле мне все равно на мое наследие, потому что я не особо думаю о том, что будет после того, как меня не станет. Я не думаю, что там будет что-то, какая-то загробная жизнь и так далее. Я хочу прожить, ну, провести свою карьеру боксерскую и жить в целом так, чтобы потом где-то на закате, оглядываясь, мне не было стыдно за какие-то упущенные моменты и возможности. А касательно наследия, то мне все равно. Пятый. Ну, тут соперник очень сильный парень, опытный. Помимо того, что у него нулевый рекорд, в профессионалах у него достаточно хорошая, ну, как у любого кубинца, наверное, аматерская карьера. Настоящий тяжеловес, с тяжелым ударом, любит зарубаться, любит драться, не боится пропустить, любит работать первым номером, любит сжать соперников, да, канатом. Ему удобно абсолютно точно, больше всего средняя ближняя дистанция, он за счет давления старается туда подобраться и там делать свое дело. О слабых сторонах не буду говорить, мы и знаем, конечно же, но мы оставим это в секрете, и ринг покажет. Это будет бой в Германии, в Гамбурге. Это будет какая-то там по счету конвенция WBC. И это будет титульный бой.
за титул WBC, Интерконти Сильвер, как-то так. Как? WBC Silver International, вот. Это будет мой первый титульный бой. Вот.